Мы приехали в Столовену, где находится мой проект «Семья». Буду сегодня его пробовать пролезть. Погода уже неплохая, не очень жарко. Вчера шел дождь, поэтому душно. Плюс 24 машина показывала. Вот, до вечера не должно быть дождя, поэтому условия подходящие. Включилось? Мигает. Мигает. Motivational. Мотивационный. Значит, туда, а потом вот на этот спид и от него дальше. Ну ладно. Вперед, Николай. Скажи из колена, что способны наши русские скалолазы. Волнуюсь. Первая часть более простая. Закончена.
Щит. Фу. Это был второй сложный. Все. Осталась только формальность. Фу. Вау. Невозможно. Фу. Спокойно жгем танки. Юху! Ура! Блок! Я это сделал. Я пролез ее. Я, в общем, думал о том, что всегда, ну, не хочется, типа, вот достижение. Кто-то скажет, что это не 7А, 6С или 6С+. Ну, во-первых, мне, пожалуй, это не очень важно. То есть, как бы, это не то, что я это придумал. Это есть в книжке. Книжка, в общем-то, ну, сделана централизованно. И, то есть, скорее всего, град правильный. Но по моим собственным ощущениям, вот этот отдельный кусок, самый сложный, это был, пожалуй, самый сложный в моей скалолазной карьере. Это был самый сложный кусок. Вот. То есть там я прямо шел на пределе, наверное, да. Но Пиццуху свою покажи после лазания. 2 раза больше, чем обычно. да. Но и то, как бы, я смог его пролезть, потому что я знал, что нужно делать. То есть у меня было мало времени, чтобы его пролезть, потому что мало сил. Но я знал, что там нужно делать, и поэтому это получилось. Но ты ее, тем не менее, со второго раза. Ну да, то есть как бы в первый раз я нашел как. Немного, совсем немного. Ну да, всего быстро, но все равно это довольно сложно. С другой стороны, это тот тип скалы, тот тип трасс, который я больше всего практиковал. И который, ну, тут движения такие, они длинные, скорее, и на не очень больших зацепках, которые мне нормально. То есть отвесная, даже с большими зацепками, мне намного тяжелее. Молодец. Вот, ну ладно. Сейчас вы видите Колю в естественной среде обитания. Он охотится на скалолазов, пытается заснять их, сидя наверху.
Давайте попробуем его не спугнуть.